Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Усекновение главы Иоанна Предтечи. Великий пророк Божий, предтеча и креститель Господень Иоанн, проповедовал на реке Иордан. Его призыв к покаянию и очищению от грехов привлекал к нему множество народа. Люди каялись в своих неправдах и, погружаясь в воды Иордана, принимали от Иоанна крещение покаяния. Но проповедь Иоанна Предтечи была непродолжительна. Вскоре ему предстояло принять мученическую смерть. Иоанн обличил галилейского властителя Ирода Антипу в грехе прелюбодеяния за беззаконную связь с Иродиадой, женой его брата Филиппа. Ирод Антипа посадил святого пророка в темницу, однако он чувствовал величие и святость узника и не решался предать смерти своего обвинителя. Иродиада же была коварна и зла. Она ненавидела пророка и стремилась погубить дерзкого разрушителя своего благополучия. Прошло около года. Ненависть Иродиады и ее яростное желание мести увеличивались день ото дня. А нерешительность тирана не могла надолго защитить Иоанна Крестителя. Благоприятный случай для мщения скоро представился. Ирод праздновал свой день рождения. Подражая восточным царям, он сделал большой пир для вельмож, тысячи начальников и старейшин галилейских. По обычаям Востока, женщины не смели присутствовать на пиршествах мужчин. Во время подобных пиров плясать дозволялось только рабыням. Однако дочь Иродиады, ко всеобщему изумлению, пренебрегла обычаями. Она вошла к пирующим в легкой одежде танцовщицы и начала плясать. Юная танцовщица заворожила гостей сладострастным танцем и привела их в неописуемый восторг. Разгоряченный вином и восхищенный танцем Ирод с клятвой обещал дать своей падчерице все, что она не попросит, хотя бы до полцарства его. Это было хвастливое и легкомысленное обещание. Услышав слова Ирода, девица с радостью побежала к матери, просить совета, что ей ответить царю. Кровожадная Иродиада сказала: «Проси голову Иоанна Крестителя». Возвратившись к пирующим,
Плесунья хладнокровно объявила цену своего танца. Ирод опечалился, ибо чтил пророка. Конечно, он мог сказать, что обещал обычные подарки. Украшения, золото, даже города и доходы с округов. Он должен был сказать, что его обещание не может распространяться на жизнь людей. Но царь растерялся. Ложный стыд перед гостями заставил его совесть замолчать. Ирод испугался насмешек пирующих и не побоялся суда Божьего. Он послал палача в подземелье крепости, где томился предтеча. Вскоре палач вернулся. Голова великого пророка была принесена на блюде и отдана девице, а та передала страшный трофей своей коварной матери. Ученики Иоанна взяли его обезглавленное тело и положили его во гробе близ города Севасты. Скорбное событие усекновения главы Иоанна Крестителя церковь отмечает ежегодно 11 сентября по новому стилю. В этот день установлен строгий пост. Суд Божий настиг беззаконных убийц пророка уже здесь, на земле. Согласно преданию, дочь Иродиады погибла ужасной смертью. А Ирод по доносу своих же родственников был обвинен в государственной измене. Его лишили имения и всех привилегий вместе с Иродиадой отправили в ссылку в отдаленные места Галлии. Там, в темнице, они бесславно окончили свои дни. Поистине, кровь праведника не осталась без отмщения. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.